Здравствуйте. Мой сегодняшний ролик посвящен рекламной банкнотной бумаге Гознака, выпущенной в 2005 году. Бумага с условными названиями Чехов и Менделеев. Вот буклет, в котором она была выпущена. Посмотрим его чуть-чуть попозже. Давайте вначале посмотрим, что об этом говорится. Об этом выпуске говорится вот в этой книге 2018 года, посвященной 200-летнему юбилею Гознака. Вот соответствующий разворот, вот изображение этих листов бумаги, 2005 год. И вот небольшая заметка, что в этом году были выпущены два вида рекламной банкнотной бумаги с условными названиями Чехов и Менделеев, на которых представили последние защитные разработки компании. Я надеюсь, что качество достаточно хорошее, чтобы кому интересно мог сам прочитать. Не буду на этом останавливаться. Описание каких-то защитных элементов, технологий и так далее. То есть вот такая продукция была выпущена, помимо всего прочего, Гознаком в 2005 году. И давайте посмотрим на нее поближе. Да, сразу давайте скажем, что вот в этом каталоге эта бумага тоже фигурирует как продукция под номерами Менделеев 296 и Чехов 276. Достану сразу этот лист и покажу буклет. Но сразу скажу, что покажу сегодня больше, чем показано в каталоге. В каталоге дан только вот этот буклет и два листа бумаги. Я сегодня покажу вам совокупно 5 листов бумаги. Давайте посмотрим описание. Такой очень высококачественно сделанный буклет с хорошей полиграфией. Причем, к сожалению, сами листы были вставлены вот просто в прорези. То есть не в какие-то кармашки специальные, вот прям вот так вот. И Антон Павлович Чехов. Здесь характеристики бумаги даны. И ее защитные элементы написаны. Но тоже читать, цитировать не буду. Кому интересно, я надеюсь, что это все хорошо видно. И давайте посмотрим бумагу. Вот лист бумаги с условным названием Менделеев, который была в буклете. Здесь у нас целых 3 защитных полосы. И очень качественный, очень такой хорошо сделанный водяной знак. И подпись, собственно, Менделеева. Защитные полосы. Ну, бумагу, наверное, не так интересно рассматривать, как, собственно, банкноты или рекламные банкноты уже готовые. Но, тем не менее, тоже вот такой вот элемент печатной и бумагоделательной продукции Гознака. То есть все технологии, которые были доступны в 2005 году. И второй лист, это лист у нас, который называется... Переложу. Чехов. На самом деле, вот оригинальный лист, он выглядит вот так из буклета. Он выглядит вот так. Здесь чайки, понятная тема. Портрет Антона Павловича Чехова, его подпись. Такой сложная полоса, да, сложной формы, защитная. Но помимо прочего, и вот это вот так вот лежит, собственно, в буклете. Вот так вот продавалось, ну, распространялось, не продавалось, а распространялось в качестве рекламной продукции. Но помимо прочего этого, по рынку можно было найти еще вот такой вариант этой бумаги, где полоса защитная разделена с вот этим вот, не знаю как. То есть полоса проложена вне того места, где она должна быть. Вот для сравнения покажу, видите. Надеюсь, что видно. Такой вариант, не знаю, можно это рассматривать как брак. Но это я покупал отдельно, поэтому, наверное, все-таки это какой-то из вариантов технологических, которые там при изготовлении применялись. Не знаю, сложно прокомментировать. И еще два варианта бумаги, посвященной Чехову. Чуть-чуть другой, с другим расположением, но тоже 2005 года. Вот смотрите, и вот этой бумаги, и, собственно, вот этого варианта в каталоге нет.
Видите, здесь гознак 2005, здесь тоже гознак 2005. Разного цвета полосы. Так вот они, я надеюсь, что видно, переливаются. И в остальном вот два типа защитной полосы. Двойная такая прошивка и одинарная фигурная, и другой водяной знак. 145 лет, и тоже портрет Чехова. Так, а подпись такая же? Да, по подписи. То есть водяной знак, он, собственно, по сути, одинаковый, только перенесен на другую сторону. То есть получается, что помимо непосредственно того, что можно найти в буклете, можно дополнительно найти еще 3 варианта, ну как минимум 3, может быть их и больше, 3 варианта таких вот листов банкнотной бумаги с Чеховым, которые вот в этом каталоге, собственно, они не приведены. Спасибо большое за ваше внимание. Увидимся.